Продолжаем реставрацию Mercedes Geländewagen. Ранее мы полностью разобрали кузов автомобиля и провели осмотр дефектов. Ссылку на первую часть можете найти в подсказке либо в описании под видео. После снятия с кузова двери и все навесные детали отправили в пескоструйную обработку, чтобы убрать ржавчину на местах без сквозной коррозии. И затем приступили к сварочным работам. Здесь мы отпиливаем полностью сгнившую нижнюю часть задней двери и начинаем ее восстанавливать из нового вырезанного металла. Привариваем полоску с внутренней стороны и зачищаем шов. Затем по частям собираем углы и переходим к внешней стороне. Здесь мы используем магниты и также привариваем несколько кусков металла, чтобы выровнять между собой обе плоскости. Но, как видно, в месте сварного соединения образовывается углубление. Поэтому с помощью споттера вытягиваем данную часть, пока поверхность не станет ровной. Теперь переходим к рамке стекла. Здесь нужно восстановить угловую часть. Для этого вырезаем металл необходимого размера и с помощью листогиба повторяем форму угла. Затем убираем сгнившую часть и привариваем на ее место новый металл. И таким образом полностью восстанавливаем рамку стекла. Итак, задняя дверь готова, можно оценить результат работы. Теперь переходим к кузову автомобиля. Высверливаем и убираем старые сгнившие пороги. На их место будем устанавливать новые. Сначала проделаем отверстие под сварку. Места крепления очищаем от ржавчины и обрабатываем грунтом. Выставляем новые пороги и закрепляем на несколько точек. Устанавливаем двери и проверяем зазоры. И только затем полностью привариваем порог к кузову. Теперь из частей металла остается восстановить оставшиеся детали.
В результате нижняя часть кузова стала практически как новая. И мы переходим к задним аркам. Убираем все сгнившие части и очищаем места под сварку от заводского герметика. Из нового металла восстанавливаем необходимые участки и привариваем новые арки. Также все места сварки обрабатываем грунтом, чтобы защитить от ржавчины. Теперь переходим к передней части автомобиля. Здесь довольно сильно сгнили места крепления брызговиков. Их пришлось практически полностью вырезать и сделать новые. Таким образом были восстановлены все сгнившие части автомобиля. На этом сварочные работы заканчиваются, и можно переходить к новому этапу, о котором вы узнаете в следующем видео, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Большое спасибо за просмотр!